Неужто США копировали лунный космический модуль Королёва? Через какие испытания пришлось пройти Королёву, прежде чем вывести СССР на передовой уровень по ракетостроению? Какие ошибки были сделаны в советской лунной программе? Смотрите подробности далее. Сергей Павлович Королёв родился в УССР в Житомире 30 декабря 1906 года. А уже 28 июня 1908 года его семья переехала в Киев. Это было связано с тем, что его отец получил в этом городе работу преподавателем русского языка в гимназии. Но уже 2 года спустя он с его матерью разводятся. По сути, его воспитывал родной дядя. В 1911 году в этот город приехал Сергей Уточкин, один из первых русских летчиков. Тогда Королёв впервые увидел своими глазами настоящий самолет. И это событие однозначно повлияло на дальнейшую судьбу мальчика. Он стал увлекаться авиацией, читать книги на эту тему. Королёв был поклонником великого ученого и мечтателя Циолковского. Как считается, некоторые идеи у этого ученого он позаимствовал в ракетостроении в будущем. Закончив среднюю школу с отличием, Сергей обязан был получить рабочую специальность. Потому он вступил в общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма, которое находилось в городе Харькове. Высшее образование он отправился получать в Киевском политехническом институте в 1924 году, а потом в 1926 году перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Еще во время учебы в школе Сергей проявлял свои конструкторские способности, изучая книжки и создавая авиамодели. А учась в Киевском политехе, он со своими товарищами построили планер К-5 в 1926 году. Это был первый планер, который сконструировал Королёв. Кстати, позже он вместе с Илюшиным, будущим авиаконструктором, доработает эту модель и назовут «Коктебль» и испытают в полете. Есть даже фото сидящего Сергея в этом планере. На мой взгляд, сложно сказать, какую точку отсчета можно считать за начало карьеры. Либо первый проект планера, либо работу под началом Туполева в техучилище. А может, создание в Москве общественной организации под названием «Группа изучения реактивного движения» в 1931 году, которое, к слову, уже в 1932 году переросло государственную научно-конструкторскую лабораторию, а 17 августа 1933 года был первый удачный пуск ракеты. В 30-х годах он работал над крылатыми ракетами, зенитными с пороховым двигателем и дальнобойными с жидкостным двигателем. Сегодня мы знаем, что для творчества нужна максимальная свобода. Но Сталин считал наоборот. Он предпочитал держать ученых и инженеров под охраной в конструкторском бюро тюремного типа. Так произошло и с Королёвым. Сначала его арестовывают в 1938 году и ломают волю в ужасных условиях, где он был на грани жизни и смерти. Изначально его сначала пытали, сломали челюсть, а потом отправили на рудник в Магаданскую область. По свидетельствам, когда он лежал истощенный в слабом сознании, его перевели оттуда в КБ тюремного типа. Ему повезло, что вдруг до советской власти дошло, что кроме пушечного мяса еще и нужны мозги, если хочешь выиграть войну. Да, на самом деле война для СССР началась еще в 1939 году, когда он напал на Польшу, и в 1940-м, когда напал на Финляндию. В те годы советская армия имела вооружение по численности больше, чем Германия и вся Европа вместе взятые, кроме Англии. Потому для разработки более совершенного оружия потребовались мозги. В заключении Сергей Павлович работал под руководством Туполева, который был таким же арестантом, как и он. Там они работали над бомбардировщиками П-2 и Ту-2, а также ракетным перехватчиком. Позже ему помогает перевестись Глушко в другое КБ для работы над ракетными двигателями. Глушко был тоже тюремный заключенный и работал над ракетными двигателями. В те времена все сидели. Как-то в Америке Сикорский спросил у Туполева, зря ли он испугался репрессий и уехал. Тот ответил, что зря, а позже и сам сел. Из тюремного рабства Королёва освободили только в 1944 году. Видать, пришли к выводу, что воля сломлена полностью и отныне будет ручным до самой смерти. В принципе, они не ошиблись. Когда Германия была повержена во Второй мировой войне, все ее наработки вывезли страны-победители.
Уже в 1945 году в СССР было организовано специальное КБ для обратного инжиниринга немецкой ракеты Фау-2. Кстати, в Советах это направление было очень развито. Копировали все – танки, двигатели, автомобили, самолеты, ракеты. Но справедливости ради, следует отметить, что во всех ведущих странах были отделы обратного инжиниринга. Начиная с 1959 года СССР демонстрировали свои достижения на выставках мира. Американская разведка была уверена, что Советы возят макет космического корабля, но более детальное изучение экспоната на самой выставке их повергло в шок. Непонятно почему, но Советский Союз демонстрировал настоящий рабочий аппарат. Тогда ЦРУ развернула настоящую операцию, целью которой было исследовать этот модуль. И вот в очередной момент перевозки экспоната агенты остановили грузовик на пути к железнодорожной станции. Их задача была за несколько часов полностью разобрать космический корабль, изучить, снять размеры и сделать как можно больше фотоснимков. Руководство спецслужб США очень удивило, что СССР не врали, заявляя о весе космического аппарата и других параметрах. Они думали, что это были завышенные данные, но оказалось, что Советы действительно технологически вырвались вперед. Из рассекреченных документов даже есть тот самый чертеж, сделанный в ту ночь. Но как так вышло, что вечно отстающий, копирующий технологии СССР вдруг вырвался вперед? Честно говоря, Сталина всегда интересовало только оружие. Потому, если бы не его смерть, навряд ли Королёву удалось бы уговорить руководство запустить первый искусственный спутник. Хрущев же, наоборот, был просто одержим в том, чтобы догнать и перегнать США. Кстати, США анонсировали свой первый запуск спутника еще в 1955 году. Они хвастались наперед, что через 3 года это сделают. Чем, собственно, и подтолкнули Советы мобилизовать усилия. А то, что нужно делать, а не болтать, они поняли на примере Советского Союза. Весь мир действительно не ожидал, что СССР начнет технологически обходить остальные страны. Но 4 октября 1957 года, когда был выведен на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли, все убедились в отставании США. Этот спутник был в виде металлического шара диаметром около 58 сантиметров и весом 83 килограмма. Его запустили на ракетоносителе Р-7. Если кто-то думает, что это было что-то типа пушечного ядра, то ошибаются. По сути, Спутник-1 был первым в мире устройством для исследования верхних слоев атмосферы Земли и распространения радиоволн. Я бы не сказал, что США так сильно отставали в космонавтике, так как свой спутник они запустили уже год спустя, то есть 31 января 1958 года. Кстати, в этом же году в плотных слоях атмосферы сгорел тот самый советский Спутник-1. То есть он целый год пробыл на орбите Земли, совершив 1440 оборотов. Рассказывая про первый полет человека, по идее, я должен сразу рассказать про сам результат. Но многие не понимают, что на тот момент ученым сложно было понять, выдержит ли человек перегрузки, невесомость и космическую радиацию. А значит, надо было провести соответствующие эксперименты. Навряд ли кто-то знает, что первыми существами, запущенными в космос, были мухи. Их в 1947 году запустили на высоту 109 километров и вернули обратно. Это позволило ученым выяснить воздействие полета в космос на живой организм. Далее в космос запускали животных. Американцы запускали обезьян, а Советы – собак. И на той стороне было много неудачных запусков со смертельным исходом. Со стороны США первый раз удалось вернуть обезьяну живой в 1959 году. Со стороны СССР живыми вернулись на Землю знаменитые собаки Белка и Стрелка в 1960 году. А вот уже год спустя в космос запустили первого в истории человека – Юрия Гагарина, то есть 12 апреля 1961 года. Пробыл в космосе он 108 минут, после чего успешно приземлился целым и невредимым. В этом же году планировали запуск первого человека и американцы, но опоздали на месяц. Потому гонка была очень ожесточенная. На кону была не только репутация государства, но и общественно-политического строя, который они представляли. Кстати, это реально сработало. После этого события действительно появилось очень много сторонников СССР и критиков США, даже среди американцев. Чаще более полезно знать не про победы, а про неудачи.
В лунной программе Королёв совершил очень важную ошибку, которая и поставила крест на этой программе. Эта ошибка заключается в том, что он отказался от поэтапных испытаний. Это означало, что весь проект делается от самого начала до конца и потом производится запуск. Раньше такой подход оправдывался тем, что конструкция ракет была проще, но чтобы отправить на Луну человека, нужна более сложная и более мощная ракета. Но Королёв думал, что у него все получится, так как в лунной программе они уже были впереди американцев. Они раньше, чем США, запустили первую автоматическую станцию «Луна-2», которая впервые в истории человечества совершила полет от Земли до другого космического тела, доставив на Луну вымпелы с символикой Советского Союза. А «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны. А все может пойти не так, когда горит звезда во лбу и никого из соратников не слушаешь. Была выбрана конструкция ракеты-носителя, у которой изначально не подходили характеристики для удачной реализации проекта. Королёв отверг предложение Глушко, идею создания нового типа двигателей, работающих на гиптеле. Это крайне токсичное топливо, но имеющее такие преимущества, как высокую плотность, самовоспламеняемость, высокие энергетические характеристики, и требовалась намного проще конструкция топливной аппаратуры. А настоял Сергей Павлович на старой конструкции кислородно-керосиновых двигателей. Кстати, позже Глушко после смерти Королёва все же создаст двигатели, работающие на предложенном им топливе. И на их основе создадут ракеты «Протон», которые успешно будут служить много лет спустя. Эти же двигатели выведут на орбиту блоки космических станций «Салют» и «Мир», а также отправят межпланетные зонды серии «Луна», «Венера» и «Марс». Но Королёв настаивал на своем, из-за чего взрывались ракеты одна за другой, а это потраченные огромные деньги и время. Королёв в своей жизни женился дважды. Первый раз он женился на Ксении Винокуровой, с которой познакомился еще в институте в Киеве. Поженились в 30-м году, а через год у них родилась дочь Наталья. В те годы, если тебя приговаривают по политическим статьям, то часто от тебя отказываются все родственники. Его жена была не исключением. В том же году, когда его арестовали, они развелись. Второй раз он женился в 46-м году на Нине Ивановне, которая работала врачом в научно-исследовательском институте. Как раз там, где Сергей Павлович проводил исследования. Общих детей у них не было, но вместе они прожили до самой его смерти. Издевательства и жестокая жизнь во время заключения Королёва не прошли бесследно. Естественно, это сильно подорвало здоровье. У него был целый букет болезней. 3 декабря 60-го года у Королёва случился первый инфаркт. То есть уже это событие могло поставить крест на планах Хрущёва запустить человека в космос раньше американцев. Также у Сергея была болезнь почек. Врачи предупреждали, что нужно снизить интенсивность работы. Но Сергей Павлович был уверен в том, что вся космическая программа держится только на желании Хрущёва опередить США. Потому он очень торопился и не жалел своего здоровья. В 1962 году у него случился приступ кишечного кровотечения. В 1964 году у него диагностировали сердечную аритмию, из-за чего он провел 10 дней в больнице. Умер же он после операции на кишечнике 14 января 1966 года. Ему удалили раковую опухоль, но сердце не выдержало нагрузки. Ракетостроение – это было одно из немногих направлений, в которых СССР значительно опережало США. И скорее это не случилось бы, если бы не такие энтузиасты, как Королёв и Глушко. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было интересным. И до встречи в следующих видео. Пока!